Итак, мы находимся в одном из болгарских сел. И в этом видео я расскажу и покажу, чем в Болгарии отапливают свои дома. Так как газа в Болгарии нет, здесь, как и 100 лет назад, в основном дома отапливают дровами с помощью вот таких металлических печек. Это самый дешевый способ, но самый сложный. Сейчас я постараюсь описать вам весь процесс. Всем постоянно проживающим в селе можно выписать до 10 кубов дров в год на семью по дешевой цене. Дешевая цена сейчас – это 70 лев за куб. В эту сумму входит и доставка. Дрова привозят бревнами около метра длиной и сваливают около вашего дома. После этого эти дрова надо напилить, нарубить, перенести во двор и сложить в поленницу. Обычно всем этим занимаются цыгане. Цена за каждую из этих работ 10% от стоимости дров. То есть, если у вас 10 кубов стоимостью 700 лев, то за то, чтобы их напилить, нужно будет заплатить 70 лев. За то, чтобы их потом еще наколоть, еще 70 лев. Занести во двор и сложить еще не меньше 70 лев. Но если далеко носить, то могут взять и больше. В общем, 10 кубов готовых для использования дров по дешевой цене вам обойдется около 1000 лев, то есть 500 евро. Это было в этом году. В следующем будет больше. 10 кубов дров хватает на всю зиму на дом площадью 100-120 квадратных метров. На маленький дом хватает и 5 кубов дров. У болгар обычно уходит мало дров, потому что они никогда не отапливают все свои помещения. Обычно они топят одну печку, и тепло бывает только в 1-2 комнатах, где они и живут. Мы же, покупая сельские дома, стремимся сделать так, чтобы тепло было во всем доме, чтобы достичь привычного нам комфорта. Для этого вместо простых печек устанавливаются печки или котлы с водной ризой. Водная риза – это водяной контур по-русски. То есть печка топится, нагревает воду, и эта вода идет по трубам к батареям, разведенным по всему дому. На такой обогрев уходит, конечно, около 10 кубов за зиму, а может и больше, в зависимости от дома и желаемой температуры. В нашем селе живет около 100 русскоговорящих семей. Почти каждый из нас, приезжая в Болгарию, пытается найти более выгодные и простые способы обогрева своего дома. Кто-то обогревается по-болгарски, то есть просто печка, которая обогревает 1 или 2 комнаты. У большинства печки или котлы с водной ризой и разводка по всему дому. У некоторых еще и теплые полы. В одной семье обогреваются котлом-пелетником. Это, пожалуй, самый удобный способ, но очень дорогостоящий. Об этом способе я подробно расскажу в следующем видео. А у одних наших знакомых сделана вот такая система. Чтобы не замерзать в утренние часы и не вставать всю ночь, чтобы подкинуть в печку дров, дополнительно к печке с водяным контуром установлен электрический котел.
Он включается по таймеру и обогревает дом, когда печка на дровах уже тухнет. Это, пожалуй, самый экономичный и комфортный способ. В следующем видео я постараюсь рассказать о отоплении пелетниками, о разнице между печками и котлами и объяснить, в каких случаях что лучше использовать. Всего доброго, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всего хорошего.